В 13-м сезоне этой карьеры, то есть в прошлом выпуске, команда выдала довольно-таки сильный сезон по своим меркам. Да, к сожалению, выше головы не прыгнула, но выдала один из сильнейших сезонов за эти 13 лет. Но что будет в 14-м сезоне? Команда по-прежнему имеет довольно-таки хороший состав, но, как обычно, у нее не клеится с результатами. Но это уже вопросы к игре. Давайте посмотрим, удивит ли нас РБ Лейпциг в этом выпуске. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Среди 5 перспективных футболистов РБ Лейпцига получились довольно-таки слабые кадры, но впервые, кстати, за последние 2 сезона здесь есть у нас немец, по-прежнему РБ Лейпциг на перспективу покупает себе футболистов, ну и на пике никого выразительного нет. Разве что есть 2 футболиста, которые могут в целом претендовать на ротацию, и у них хороший ценник. Если что, выгодно РБ Лейпциг сможет их продать, но как по мне, из этих талантов нету никого особо выдающегося. Но сейчас давайте перейдем к обзору сезона РБ Лейпцига. Сначала они разгромно побеждают Кёльн со счетом 5-0, но после этого минимально уступают Юниону Берлину. Также им удалось переиграть Гамбург со счетом 3-1. Ну а в первом раунде Кубка Германии они одолели Гройтер Фюрт, правда с довольно близким счетом 2-1. Затем 4-0 уверенно переиграли Хайденхайм, с таким же счетом, но уже у себя дома обыграли и Хофенхайм. А в первом туре общего этапа Лиги Чемпионов с разгромным счетом 5-1 переигрывают Бенфику. Но эта победная серия заканчивается поражением от Герты 2-0. Зато дальше одолели Вольсбург с разгромным счетом 5-1. И еще справились с Манчестером Юнайтедом со счетом 3-1 в Лиге Чемпионов. А нулевая ничья с Байером — это в целом тоже довольно неплохой результат. Такая же ничья произошла и в матче против Интера. Это был 3-й тур общего этапа Лиги Чемпионов. Зато дальше получилось куда лучше. 2-0 переиграли Айнтрахт, затем 3-0 победили Санкт-Паули. Еще больше отличились ворота Фрайбурга. Ну и обыграли в очередном туре общего этапа Лиги Чемпионов шведский Мальмё 3-0. А вот в Кубке Германии почему-то игра совершенно не пошла. 0-0, но по серии пенальти все-таки повезло пройти дальше. Также удалось с минимальным счетом переиграть Дортмундскую Боруссию. И 2-1 переигрывает ФК Аугсбург. Отличная была победная серия, но она прервалась поражением от Манчестера Сити со счетом 3-0. Ну и пора набивать новую победную серию, и стартом будет победа над Штутгартом со счетом 4-0. Ну, или это могло быть началом победной серии, если бы дальше не был матч с Баварией. Но ничья 1-1, это тоже довольно хороший результат. Но это я еще не знал, что нас ждет дальше. Сначала нулевая ничья против Байера в Лиге Чемпионов, потом такая же нулевая ничья против Вердера, снова нулевая ничья против Майнца. И наконец-таки это закончилось разгромной победой 5-0 против Кёльна. Еще и переиграли шотландский Рейнджерс со счетом 5-1. Но, к сожалению, снова минимально уступают Юниону Берлину. Это как так вообще вышло? Хотя бы не подвели против Гамбурга. Победа 3-1. Ну и еще обыграли румынский Стеаua в Лиге Чемпионов 2-0. Это был последний матч общего этапа Лиги Чемпионов. И что удивительно, РБ Лейпциг завершил этот общий этап на 5-й строчке. Зашли в топ-8 Лиги Чемпионов во второй раз в этой карьере. 5 побед, 2 ничьих и 1 поражение, 17 очков. В целом довольно неплохо. Ну а мы пока возвращаемся снова к матчам Бундеслиги, и тут у нас 4-1 уверенная победа над Хофенхаймом, не менее уверенная победа над Хайденхаймом, и снова в Кубке Германии мы видим нулевую ничью против Байера. И снова, кстати, по серии пенальти РБ Лейпцигу везет. Что не скажешь про матч против Герты, потому что там опять проиграли со счетом 2-0. Но потом раскатали Вольсбург со счетом 5-1. Ну и снова против Байера я вижу нулевую ничью. Какие-то очень здесь похожие матчи происходят, нет? Во всяком случае, дальше нас ждала победа над Айнтрахтом 2-0 и победа в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов против Аталанты с уверенным счетом 4-1. Также довольно уверенно 4-0 они разобрались с Фрайбургом, 2-1 опять близкий счет против ФК Аугсбурга. 3-0 побеждают Санкт-Паули, а ответная игра против Аталанты заканчивается с таким же счетом 4-1. И с общим счетом 8-2 РБ Лейпциг впервые, кстати, в этой карьере проходит дальше 1/8 стадии. Еще и удалось дальше минимально переиграть Дортмундскую Боруссию. В Кубке Германии РБ Лейпциг дальше попал на Вольсбург, и тут снова счет 5-1. Мне кажется, или мы Вольсбург победили в 3 матчах в этом сезоне с одним и тем же счетом. Ну и такой же счет мы увидели против Тоттенхэма в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. К сожалению, он был абсолютно не в нашу пользу. Во второй раз в этом сезоне против Баварии РБ Лейпциг скатал на ничью 1-1. Ну и снова, кстати, победил Штутгарт с разгромным счетом 4-0. И как же круто, что в Кубке Германии РБ Лейпциг проходит дальше, одолели Хофенхайм со счетом 4-1.
А дальше еще больше опозорились от Тоттенхэма. Снова поражение 5-1. И вылетают с Лиги Чемпионов с общим счетом 10-2. От Тоттенхэма и 10-2, ну это какой-то полный провал. Еще и дальше теряют 2 очка против Вердера. Да и не только от Вердера, с Майнцем такой же результат. Но зато в финале Кубка Германии Санкт-Паули переигрывает с уверенным счетом 3-0. Что же касается Бундеслиги, то тут произошла настоящая сенсация. РБ Лейпциг становится впервые в этой карьере чемпионом Германии. Первая строчка. 74 очка, 22 победы, 8 ничьих и 4 поражения. Просто замечательный результат. Ну и самое главное, что команда как по забитым голам, так и по пропущенным лучшая в лиге. Вот такого результата я и ждал. С огромнейшим отрывом футболист РБ Лейпциг стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Этот парень забил 36 голов, аж на 10 больше, чем второй. К сожалению, по ассистам таким я похвастаться не могу. Футболист РБ Лейпцига тут занял только 4-ю строчку. Что касается Лиги Чемпионов, по голам здесь никто не выделится, но по ассистам Ян Диамонде занял 2-ю строчку, 8 ассистов. Вот такого я не ожидал. Еще очень приятно видеть этого лучшего бомбардира РБ Лейпцига на 2-й строчке в общем зачете бомбардиров этого сезона. 52 гола. Довольно-таки сильно отстал от первого, это игрок лондонского Арсенала, но все равно очень солидный результат. Такой выдающийся сезон РБ Лейпциг начинал, если что, вот этим вот составом. Ну а по итогам этого сезона состав вот настолько изменился. Да, ожидаемо произошел регресс, особенно тех самых молодых футболистов, которых сама игра искусственно убивает, но по крайней мере удалось выдать мощный сезон. А что касается других деталей, то средний рейтинг команды упал на единицу, теперь 84. Средний рейтинг стартового состава также ровно 84. Это минус 20, если исследовать все позиции, кто плюс по рейтингу получил, кто минус. И как итог минус 21. Это на самом деле очень много. Ну и все так же здесь красуются 4 футболиста, которые прошли через нашу академку. Ну и плюс 2, если вспоминать ту самую авантюру, которую я провернул 2 сезона назад. Было раньше плюс 3, но этот третий футболист настолько сильно срегрессировал, что его нет вообще в стартовом составе. Он именно срегрессировал, я смотрел, его не продал РБ Лейпциг, если что. Ну а как же сезон прошел для моего Red Bull Зальцбурга? Спустя 2 сезона без чемпионства, наконец-таки мы взяли это самое чемпионство, финишировав первыми, набрав 75 очков. Ну и помимо этого мы также побеждаем в Кубке Австрии. Но что касается Еврокубков, то здесь произошел настоящий курьез, и я думаю, вы уж точно этого не ожидаете. Напомню, Red Bull Зальцбург 3 последних сезона играл в финале Лиги Чемпионов, где один из этих финалов они выиграли. Но поскольку в прошлом сезоне мы не взяли чемпионство, а заняли 2-ю строчку, то нам пробиваться в Лигу Чемпионов пришлось через квалификацию. И что там произошло? В первом раунде мы попали на Олимпиакос. Первый матч почему-то играем со счетом 1-1, а второй матч сыграли со счетом 0-0. Почему так произошло? Как мы доходили последние 3 сезона до финала Лиги Чемпионов, а тут какой-то Олимпиакос не смогли по сумме 2 матчей обыграть. Ну и как вы поняли, по серии пенальти Олимпиакос нас выбыл из квалификаций. А наш путь в Еврокубках продолжился, внимание, в Лиге Конференций, даже не в Лиге Европы, что, как по мне, очень странно. Но зато там мы выложились на полную. Успешно финишировали в топ-8 общего этапа Лиги Конференции, при этом не проиграв ни одного матча. Потом в 1/8 стадии попали на Донецкий Шахтер и в первом матче словили ничью 0-0, но зато во втором матче переиграли их 2-1. Получилось очень близко, что даже, если честно, неожиданно, но четвертьфинал все-таки у нас. Да и там на самом деле не обошлось без проблем. Первый матч мы выиграли уверенно 4-0, и казалось бы, какие проблемы, но почему тогда ответный матч закончился для нас со счетом 1-1? Это, если что, было противостояние с Самсунспором. 5-1 общий счет, полуфинал у нас есть. Ну а будет ли финал? Попадаем мы на Викторию Плезень и первый матч проигрываем 2-1. Как вообще так происходит? Но 4-0 уверенная победа в ответной игре сделала общий счет 5-2, и все-таки мы во второй раз в этой карьере будем играть в финале Лиги Конференций. Там нам, если что, противостоял испанский Вильяреал, и матч закончился со счетом 1-1, ничья. Серия пенальти и, внимание, 3-4 в нашу пользу. Все-таки со второй попытки в финал Лиги Конференций мы сумели выиграть. Курьезная ситуация и правда получилась, то что трехкратный финалист, причем подряд Лиги Чемпионов, сыграл в Лиге Конференции, но даже там мы дошли до финала. Правда, очень слабо себя показывали в отдельных матчах, я не знаю, почему так получилось, но во всяком случае все равно получилось выиграть Лигу Конференции. И, кстати, что любопытно, это моя первая победа в Лиге Конференции вообще за историю всех карьер в SM26.
Даже не в СМ-26, а даже вспоминая СМ-25 и с какой там части вообще эта лига конференции появилась. Но, по крайней мере, вот такое вот достижение заодно и получил в этой карьере. Даже получил требл, получается, потому что требл это что? Победа в кубке? Это есть. Чемпионство есть. Ну и победа в Еврокубках, да, пускай это лига конференции всего лишь, но такой необычный требл у нас есть. Ну и также довольно-таки великолепный сезон получился у РБ Лейпцига. Наконец-таки спустя 14 сезонов я дождался чемпионства Германии. Также был третий кубок Германии вообще в истории этой карьеры за РБ Лейпциг. Ну и самый прорывной сезон в Лиге Чемпионов. После такого хочется в следующем выпуске видеть что-то еще лучше. Надеюсь, это видео вам понравилось. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успехов и надеюсь увидимся в следующем выпуске.